Доброго здоров'ячка, хунту і хунту бере. Мы з України. День 100. По итогам первых 100 дней принято подводить итоги. А мы ничего подводить не будем, потому что самый главный итог пока один. Это были первые 100 дней. И если вы еще этого не поняли, то впереди вас ждет много разочарований. Впрочем, нас всех ждет много разочарований, кроме разве что тех, кого с нами больше нет. Помяните их сегодня. Мы еще не знаем всех их имен. Нам называют только цифры, и то приблизительные. От 60 до 100 в сутки. Стесняются, наверное. Но факт остается фактом. Мы разменяли вторую 100 дней блистательного россиянского 3-дневного блицкрига, и мы по-прежнему живы. Тут было бы уместным надавать советов, рекомендаций, как жить дальше, что делать, где искать работу, как восстанавливать потерянное материальное, возвращаться или продолжать сидеть подальше от активных действий. Но я не стану этого делать, потому что не знаю сам. Я только знаю, что пока могу, буду делать ролики, собирать донаты, ссылкой в первом комментарии, кстати. Отправлять их туда, где они постепенно превратятся в перемогу, поддерживать своих, развивать потихоньку второй канал 24 UAPens, понимая, что до конца моих дней точно хватит пахоты и о безбедной старости, вальяжной пенсии и уютном домике. Можно забыть, как о царапине на коленке в детсаду. Самое важное сейчас — перемога. А самая громкая новость этого дня, как ни странно для меня — Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Гражданство Невзорову и его жене было предоставлено за выдающиеся заслуги перед Украиной. Сам Невзоров написал в своем телеграм-канале: «Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место». Вот Невзоров, кстати, точно понимает, что это только первые 100 дней. Но еще вот сегодня Дмитрий Дубилет, да-да, тот самый, публикует такой вот пост. В Конгрессе США зарегистрировали законопроект, инициирующий повышение налогов для компаний, не ушедших из России. Он предполагает, что деятельность компаний в России и Белоруссии будет приравнена к деятельности в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе, что будет автоматически означать значительное увеличение для них налогов. Это политика здравого смысла. Если компания решает вести бизнес в России и, соответственно, платить налоги, финансируя ее военную машину, американский народ не должен оплачивать счета таких компаний. Аналогичный законопроект внесен и в Сенате. Ну, согласитесь, логично же. Если ты и твой бизнес за Z, плати рублем, в данной ситуации долларом. Иными словами, фраза «чемодан, вокзал, Россия» приобретает более яркий смысл и заиграла новыми красками. Теперь пара слов о ситуации на фронтах в Украине. Чтобы YouTube не обвинил канал в использовании фейковых данных, привожу цитаты и карты от Американского института изучения войны. Ссылку на их оригинальную статью дам в первом комментарии к ролику, который, как и все нормальные люди, не просто не поддерживают эти действия россияне, но и вот уже 100 дней находятся в абсолютном шоке. Как можно так себя вести в центре Европы в 2022 году? Я боюсь делать прогнозы, потому что они мне не нравятся, но их ключевые выводы на данный момент таковы. Российская операция по наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана по-прежнему не имеет масштабного успеха и вряд ли достигнет его в ближайшие дни, поскольку у них в приоритете Северодонецк. Они продолжают наседать на Северодонецк и Лисичанск, чтобы установить полный контроль над Луганской областью. Приказ Бункерного. Люди ж подневольные. ЗСУ на северо-западе Херсонской области оттеснили российские войска к восточному берегу реки Ингулец и, вероятно, на этом не остановятся. Кремль продолжает проводить непоследовательные наступательные шаги на юге Украины, что свидетельствует как о широком сопротивлении украинцев, так и о вероятной нерешительности Кремля в отношении того, как интегрировать оккупированные территории. Перевожу на человеческий язык. Ну вот захватили вы Попасную, к примеру. Дальше шо? Окопаетесь в развалинах и будете хороводы водить? Ну вот вы хотели Киев, Харьков хотели, получили по зубам и получите еще. Дальше что? Сколько вас останется в строю к 200-му дню, вы думали, нет? А зря.
И вы думаете, что для вас все так просто и бравурно закончится, если даже исполнятся все ваши влажные мечты? Напрасно вы так думали. Путин уже все понял и готовится к продолжению не сейчас, чуть позже. Смотрите сюда. Путин предложил возродить в России советское звание «Мать-героиня» и установить денежную выплату для таких женщин в размере 1 миллион рублей. Если я все правильно понимаю, единоразово. Ранее в правительстве признали, что 80% бедных в России составляют семьи с детьми. В принципе, с детьми, какие уж там 10. Вообще любыми детьми. По официальным данным, практически каждый четвертый ребенок в России, 23,6%, живет в семье с доходами ниже прожиточного, а детская бедность опасна тем, что именно она формирует так называемую ловушку нищеты. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить качественного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и соцуслугам, как следствие. Дети из малоимущих семей становятся аутсайдерами на рынке труда, они обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий и... Вы уже догадались, зачем Путину так много детей, которые не способны даже просто заработать на жизнь? Ведь в будущем они так или иначе вырастут, а Украина все так же будет под боком и все так же будет вызывать зависть и желание подмять ее под себя. Но обещание раздать по 1 миллиону рублей за рождение 10 детей не исправит ситуацию. Как комментируют новость сами россияне, разве что алканавты и наркоманы пионеров нарожают. Собственно, Путину это и на руку. Ведь тут еще и Молдова смеет перечить политике царя-батюшки. Поди ж ты. В Молдове запретили трансляцию программ российских телеканалов. Парламент принял закон об информационной безопасности, фактически запрещающий трансляцию в стране новостей и программ на политическую и военную тематику, произведенных в России. Согласно закону, разрешена ретрансляция программы, если она была произведена в Евросоюзе, США, Канаде или странах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. И хотя Россия подписала эту конвенцию в 2006 году, но не ратифицировала ее, да и все мы знаем, чего стоят ее эти ратификации. При этом российские фильмы и развлекательные передачи без милитаристского содержания на молдавском телевидении показываться могут. Подобный запрет уже вводился на законодательном уровне в 2017 году, но в 2020 был отменен. Ну что ж, подведем короткие промежуточные итоги несколькими строками первых 100 дней блистательного блицкрига. Импорт в Россию рухнул на 89%. Падение сократило спрос на валюту примерно на 1 миллиард 350 миллионов долларов в день. Так что под укреплением рубля нужно понимать системную проблему, которая пока не имеет решения. Совет ЕС принял и утвердил 6-й пакет санкций, который включает частичное нефтяное эмбарго. США ввели новые ограничения, под которые попали 17 граждан и 16 компаний. Канада расширила санкционный список. Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих российскую нефть судов. Это закроет для Москвы крупнейший страховой рынок Lloyd's of London и резко ограничит возможности по экспорту сырой нефти, а также может вынудить ее искать возможности для страхования на небольших, менее развитых рынках. Премьер Польши заявил, что в странах ЕС обсуждают возможность введения вторичных санкций в отношении российской нефти. Уже 5 стран Европы отказались от российского газа: Дания, Нидерланды, Финляндия, Польша и Болгария. Инжиниринговый гигант Линди останавливает проекты в России. Компания также сворачивает проекты, попавшие под антироссийские санкции. Линди должна была выступить поставщиком технологий для проектов Arctic SPG-2 российской компании «Новотек» и газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» в Усть-Луге. Министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Беларусь. Под запрет попали некоторые микропроцессоры и микросхемы и прочая ненужная теперь импортозамещению продукция. Китай резко сократил поставки ноутбуков и мобильных телефонов в Россию. Растет безработица в России. Даже такая отрасль, которая, казалось бы, мало касается трехдневного блицкрига на Киев, крабовый промысел, может остановиться в россияне из-за сокращения экспорта.
Запрет США на импорт краба начнет действовать с середины июня, но российские добытчики из-за разрушенной логистики уже столкнулись с тем, что краб-то есть, а есть его никто не хочет. До смешного местами доходит. В России намечается дефицит ботокса. Импорт сокращается, а переходить на российские аналоги пока не готовы. Не тот фасон. IT-инфраструктура большинства бизнесов прекращает и не создает новые контракты по поддержке. Растет риск, что сервера, которых и так мало в РФ, превратятся в тыкву. И вишенка на торте. Дмитрий Медведев заявил, что всадники апокалипсиса уже в пути. И теперь вся надежда только на переговоры и Всевышнего. Так он прокомментировал поставки западного вооружения в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс направляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.